Если ты хочешь, чтобы не было негативных мыслей со стороны, потому что у нас мысли есть, которые мы генерируем, а есть, которые извне идут мысли. И человек зачастую не понимает, откуда мысль пришла. Потому что мы синхронизируемся между друг другом, и вот эти мысли, они могут быть внешние. И могут быть совсем разные, могут быть негативные. Если человек их воспринимает как свои, то, соответственно, он тоже в негатив уходит. А есть люди, которые умеют это делать и, естественно, делают это специально. С теми же элементалями, только на негатив. Даже через фантом можно поставить. Вопрос в том, насколько человек развит. Если человек хорошо развит, он этого элементаля воспримет как чужого. Ну, то есть чужие мысли, он сразу поймет, что что-то не то. Ну, обязательно поймет. Если нет, если соображалка плохо работает, он даже не догадается, то, что на него там что-то поставили. Я писал и в книге, что рассорки так делаются очень часто. И примирить можно точно так. Как вы примиряете, так же. Функции разные. И положительные, и отрицательные. Это там уже вам решать, что делать. Вы любому элементалю даете имя. Ты, если хочешь, например, защиту сделать в виде кокона, ты ее изначально... Можно сделать так, чтобы, допустим, у тебя якорь на пульс поставить, чтобы у тебя пульсировать начало. Ну, ты чувствовала пульсацию. То есть есть какое-то воздействие или что-то, допустим, он что-то предупреждал заранее о какой-то негативной ситуации. И у тебя будет здесь пульсировать. То есть как ты поставишь, да. Если ты хочешь, чтобы ты видела в виде кокона, что вот это воздействие идет, ты это визуально видишь, либо можешь телесный якорь какой-то себе поставить. Просто ты решаешь, что не обязательно тебе что-то трогать. Ты просто решаешь для себя, что он будет делать. Потому что когда ты поставишь, он все равно у тебя встанет внутрь в ментальную сферу. Поэтому он сам все будет делать. Можно несколько. Я уделял там часа по 3, чтобы поставить всех. И на зарядку один день уделял. Прям целый день вот я сидел их и заряжал. Растил я, наверное, года 2. Это потом я их всех отпустил, когда мне не стало нужно. Но для практики, вообще для развития, это очень интересная вещь, когда ты делегируешь какие-то свои ментальные задачи элементарно. Причем задания можно разные давать. Но это уровень, когда вы это делаете сами сначала. Когда вы дойдете до эвокации, вы поймете то, что вы можете работать и с сущностями, и с их сознанием, и там намного обширней возможности, нежели то, что вы делаете с элементалями. Но на начальном уровне, когда вы пользуетесь элементалями, это интересно. Это очень хорошо развивает человека. Да ничего бояться не нужно, ничего бояться. Ну, что случится? Максимум, что может случиться, это человек попадет во тьму, его захотят душу там забрать. Если вы выдерживаете, все равно туда все попадут. Вы пробуждаетесь. Если нет, то происходит колесо сансары, вы перерождаетесь. Опять будете там вот это проработки делать всякие, там и т.д. и т.п. Если кому-то вы зацепите, да, это есть такая нехорошая штука, которая на карму влияет. Если вы ставите кому-то элементаля и цепляете за энергетику другого человека, и с ним не работаете, там забываете или еще что-то, он уходит в свободное плавание. То есть он питается от этого человека. Если у него энергия перерастает и становится, вот, допустим, он напитался от другого человека, он питается, и он вырастает большой и сильный, и вашей энергетики не хватает на него, ну, то есть он перерос, у него энергии больше, чем у вас, он отсоединяется от человека и в сущность превращается. И он уже цепляется, ищет себе в поле свободных, да, еду. Когда вы даете какое-то задание, ваша энергетика. Например, ты говоришь, я хочу клиента. Ты отпускаешь в поле элементаля. Он находит людей и дает им мысли о том, чтобы, допустим, вот они стриггеровали на тебя и пришли. Ты даешь такое задание. Но если ты, допустим, даешь задание, например, кого-то подружить или поссорить, то тогда ты и задание даешь сразу элементалю этому о том, что когда он выполнит задание, чтобы он растворился. Вы же будете чувствовать, вот, например, вы себе поставили одного, второго, третьего, они выполняют определенную функцию. И вы чувствуете, что когда он выполняет эту функцию, какая-то часть психической энергии ваша тратится. И вы в любом случае, вы больше, чем положено, не поставите себе. Вы поставите только то количество, которое выдерживаете, иначе вы будете вот так вот ходить. Тут смысл в чем? Смысл в том, что ответственность, она рождается только тогда, когда ты делаешь это без спроса. Если ты человек, тебе пришел, ты говоришь, это твоя энергия будет, и работать он будет за счет твоей энергии. Он это знает. Это один вариант. А другой вариант, если ты берешь фантом, либо человека, которого ты делаешь, и ставишь ему без его разрешения,